Вчера мой новый друг поделился мечтой. К 40 годам уехать жить в тихую сербскую деревню. Бросить все и перебраться в глушь, где нет ресторанов, машин, интернет-доставки. Как он сам сказал, хочу максимально уйти от системы, настолько, насколько это возможно. В деревне он собирается заниматься плотничеством, читать книги, такая мечта. И он не первый, кто говорит о чем-то похожем. Я лично знаю несколько людей, которые в том или ином виде планируют уход. То есть не обязательно прямо побег на необитаемый остров, но жизнь на некоторой социальной дистанции от мира. Желание все бросить и залезть под камень, оно не новое. Еще в юности я зачитывался романом Допера «Норвежцы», которого задолбала и жена, и работа, и он уходит жить в лес. Там у него тоже не все гладко, но обратно он так и не возвращается. Забавно, что если раньше ссылка была одним из видов наказания, в какую-нибудь глушь высылали поэтов, писателей, то сегодня многие просто мечтают и даже копят деньги на уход. Сама тема в тренде. О ней говорят не только незнакомцы в барах. Посмотрите на кино. Вы видели относительно новый фильм про японского чистильщика туалетов? Мужик идет на самую непрестижную работу, чтобы высвободить время на жизнь. Туалеты, не туалеты, низкий социальный статус. Его это вообще не волнует. Лишь бы работа не отнимала много времени и помогала закрывать счета. По-настоящему же он хочет только слушать музыку, читать книги и фотографировать деревья. Короче, жить ради маленьких радостей и каждый день ими наслаждаться. То же самое в фильме «Нужды путешественника», где героиня устраивает жизнь так, чтобы бродить по незнакомому городу, глазеть на улице, пить винишко и никуда не торопиться. И опять же к литературе. Недавно заходил в Белграде в книжный. Один из бестселлеров — книга «Man Who Quit Money». Документальная проза о дядьке, который решил полностью исключить деньги из своей жизни. Еще один способ ухода. И самое интересное, что все это происходит в эпоху всеобщей одержимости личным брендом, когда все воюют за подписчиков, лайки, смотрят друг на друга, пытаются правильно продавать себя. Сегодня даже друзья забывают о тебе, если не выкладываешь хотя бы одну сторис в неделю. Умышленно исчезнуть именно в это время — это, мягко говоря, радикально. Может, это и есть настоящий путь борьбы? В прошлом году об этом очень точно сказал писатель и художник Бреннер. Уход — идея, выведенная из радикальной мысли современности. Это полный разрыв с институциональным политическим наследием Запада, со всеми общественными установками. Уход и есть сегодня восстание, говорит Бреннер. Возможно, это все следствие глобальных потрясений, пандемии, изменений климата, войн, роста инфляции. Или это реакция на информационный шум, какофонию новостей, сплетен, мнений. Возможно, мы интуитивно понимаем, что если мы не уйдем сейчас, то уже не уйдем никогда. Либо просто маятник качнулся в другую сторону. Ведь последние полвека можно смело назвать эрой глобализации. Мир становился меньше, люди объединялись через рынок, технологии, социальные сети, через идентичности. Глобализация-то по большому счету состоялась. Теперь мы все в одной лодке с плюс-минус похожими проблемами. Но кажется, в новом мире мы все устали друг от друга, и не очень понятно, что с этим делать.